Она просыпается в 4 утра. Не от кошмара, не от шума. Она пытается вдохнуть глубоко, и не получается. Как будто грудную клетку стянули. Она лежит у себя дома в тишине. Ни одной причины для тревоги, которую можно назвать. Но тело не согласно. Тело настаивает. Опасность. Откуда? Она не знает. Но тело помнит. Тело как архив. Бессел ван дер Колк, психиатр из Гарварда, посвятивший больше 30 лет изучению травмы, сформулировал это одной фразой, которая стала названием его главной книги. Тело ведет счет. Не метафора. Не поэтическое преувеличение. Буквальный нейрофизиологический факт. Когда человек переживает сильный стресс, страх или травму, мозг запускает каскад реакций. Амигдала, она же миндалевидное тело, бьет тревогу. Гипоталамус отдает приказ надпочечникам. Те выбрасывают кортизол и адреналин. Мышцы напрягаются. Дыхание учащается. Зрачки расширяются. Все это происходит за миллисекунды, задолго до того, как кора головного мозга успеет сообразить, что вообще происходит. Это древняя система. Бей или беги. Ей сотни миллионов лет. Она работала, когда угрозой был хищник, работала безупречно. Тело напряглось, человек побежал, спасся, мышцы расслабились. Цикл завершен. Проблема в том, что цикл все чаще не завершается. Незавершенный побег. Питер Левин, создатель соматического переживания, заметил странную вещь, наблюдая за животными. Газель, которую поймал и бросил гепард, делает нечто удивительное. Она лежит неподвижно, как мертвая, потом начинает дрожать. Всем телом, мелко, интенсивно. Встряхивается, встает и уходит. Дрожь — это не слабость, это разрядка. Нервная система сбрасывает накопившуюся энергию выживания, как конденсатор сбрасывает заряд. Люди так не делают. Мы социальные существа. Мы подавляем. Ребенок, на которого кричат, не может ударить родителя, не может убежать, не может даже задрожать. Его единственная стратегия — замереть и выдержать. Мышцы сжимаются, готовые к действию, которое никогда не случится. Энергия заперта. Действие прервано. И тело остается в позиции защиты. День за днем, год за годом, десятилетие за десятилетием. Не характер, не осанка, не генетика. Шрам на нервной ткани. 7 колец брони. Вильгельм Райх, ученик Фрейда, бежавший из нацистской Германии, первым увидел то, что другие психоаналитики пропускали. Он смотрел не на слова пациентов, он смотрел на их тела. И увидел панцирь. Райх заметил, что хроническое мышечное напряжение распределяется не хаотично. Оно организуется в 7 горизонтальных колец, каждая из которых блокирует определенные эмоции. Глаза и лоб — контроль и страх видеть. Рот и челюсть — подавленный крик. Горло — проглоченные слова. Грудь — запертое рыдание. Диафрагма — заблокированная тревога. Живот — задушенная агрессия. Таз — подавленная витальность. Каждое кольцо как застежка на скафандре. Чем больше застежек затянуто, тем меньше человек чувствует, тем меньше живет. Панцирь защищает от боли, но вместе с болью отрезает и радость, и возбуждение, и способность дышать полной грудью. Райха считали маргиналом. Его книги сжигали. Он умер в американской тюрьме. Но его карта мышечного панциря переживет еще не одно столетие, потому что любой массажист и любой телесный терапевт подтвердит. Эта карта работает. Нажимаешь на точку, и человек начинает плакать, хотя пришел с жалобой на боль в шее. Мышца страха. Есть одна мышца, о которой мало кто знает, но которая знает о вас все. Поясничная мышца. Псоас. Она прячется глубоко, соединяя поясничный отдел позвоночника с бедренной костью, проходя через весь таз. Единственная мышца, которая связывает верхнюю и нижнюю половины тела. И она же главный участник реакции «бей или беги». Когда мозг регистрирует опасность, поясничная мышца сокращается одной из первых. Она готовит тело к бегу или к тому, чтобы свернуться в защитную позу, закрыв жизненно важные органы. Эмбриональная поза. Вы видели ее. Вы, возможно, принимали ее сами,
сворачиваясь клубком в кровати после особенно тяжелого дня. Когда стресс хронический, поясничная мышца остается в укороченном, спазмированном состоянии. Она тянет поясницу, сдавливает диафрагму, превращая дыхание в мелкое и поверхностное. Давит на почки и надпочечники. Человек ходит к ортопеду с болью в пояснице. Ему делают снимки. Ничего не находят. Или находят что-то незначительное. Выписывают мазь. А боль не уходит. Потому что источник боли не в позвоночнике. Он в нервной системе, которая застряла в режиме опасности. Мышца помнит то, что разум предпочел забыть. Фасция — паутина памяти. Долгое время фасцию считали чем-то вроде упаковочной пленки. Соединительная ткань, обертка для мышц и органов. Ничего интересного. Это оказалось грандиозной ошибкой. Фасция — это не обертка, это сенсорный орган. Одна из самых иннервированных тканей в теле, содержащая больше нервных окончаний, чем мышцы, которые она обволакивает. Она пронизывает все тело единой непрерывной сетью, от макушки до стоп. Когда вы чувствуете зажатость в теле, это часто не мышца. Это фасция, которая стала плотной, ригидной, потеряла эластичность. Хронический стресс делает с фасцией то, что засуха делает с глиной. Она становится жесткой, непластичной, сковывающей. Исследование в области фасциальной нейронауки показывает, что под воздействием постоянного напряжения соединительная ткань меняет свою структуру. Она уплотняется, слипается, теряет способность скользить. И вот что поразительно. Терапевты, работающие с фасцией, снова и снова наблюдают одно и то же. Когда руки находят особенно плотный зажатый участок и начинают его разминать, человек внезапно вспоминает, или начинает плакать, или чувствует вспышку гнева, которой не было секунду назад. Как будто ткань хранила не только напряжение, но и эмоцию, которая его создала. Научное сообщество осторожно в формулировках. Говорить, что фасция хранит память, пока рано. Но что она является частью системы, которая связывает тело, нервную систему и эмоциональный опыт в единое целое, это уже не гипотеза, это данные. Детство, записанное в мышцах. Винсент Феллитти, врач из Сан-Диего, в 1998 году опубликовал результаты исследования, которое перевернуло медицину. Исследование неблагоприятного детского опыта. Больше 17 тысяч участников, масштаб от которого у статистиков перехватило дыхание. Феллитти обнаружил формулу, работающую с пугающей точностью. Чем больше травмирующих событий пережил ребенок, насилие, пренебрежение, хаос в семье, тем выше вероятность хронической боли, мышечного напряжения и соматических заболеваний во взрослом возрасте. Нелинейная зависимость. Дозозависимая. Как яд. Чем больше доза, тем тяжелее последствия. Механизм выглядит так. Детская нервная система, которая формируется в условиях постоянной угрозы, калибруется под режим войны. Миндалина становится сверхчувствительной, порог тревоги снижается. Кортизол льется рекой, месяц за месяцем, год за годом. Мышцы не расслабляются, потому что расслабиться значит стать уязвимым. А уязвимым быть нельзя. Ребенок вырастает, переезжает, строит карьеру, заводит семью. Угрозы больше нет, но тело не знает. Тело не читало календарь. Тело все еще в той комнате, где нужно было замереть, сжаться, не дышать. Центральная сенситизация. Вот как это называется на языке нейронауки. Нервная система стала гиперреактивной. Она усиливает болевые сигналы, как сломанный микшер, выкрученный на максимум. Мышцы болят не потому, что повреждены, они болят потому, что мозг интерпретирует обычные ощущения как угрозу. Феллитти говорил, хроническая боль — это не медицинская загадка, это автобиография тела. Застрявший будильник. Представьте будильник, который невозможно выключить. Он звенит. Вы нажимаете кнопку. Он звенит. Вы вытаскиваете батарейку. Он звенит. Вы бросаете его в стену. Он звенит. Не потому, что сломан. Потому что так настроен. Вот что делает хроническая травма с автономной нервной системой. Симпатический отдел, отвечающий за мобилизацию, работает без остановки. Как двигатель на нейтральной передаче, который ревет, хотя машина стоит. Мышцы напряжены.
Сердце бьется чуть быстрее, чем нужно, дыхание чуть мельче, челюсть чуть крепче сжата, плечи чуть выше подняты, чуть-чуть, но постоянно. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, месяцы и годы. Это не боль, это фон. Настолько привычный, что человек принимает его за норму. За «я просто такой». Вы не такой. Ваше тело в режиме выживания. Археология одного тела. Вернемся к ней. К той женщине в 4 утра, к той стянутой грудной клетке и вдоху, который не получается. На поверхности усталость, плохой сон, напряженный ритм жизни, обычный стресс. Глубже — привычка напрягаться рядом с людьми, от которых что-то зависит. Не потому что они опасны, потому что когда-то кто-то, от кого зависела ее жизнь, был непредсказуем. Еще глубже — детское тело, которое научилось сжиматься, потому что это была единственная доступная защита. Не убежать, не ударить. Стать маленькой, стать незаметной, стать твердой. На самом дне — механизм, которому миллионы лет. Животное, которое замирает, когда рядом хищник. Мышечное оцепенение как последний рубеж обороны. Если не можешь сбежать, притворись мертвым. Затвердей. Останови дыхание. Может, пронесет. И вот она лежит у себя дома в тишине. Хищников нет. Саблезубых тигров нет. Но диафрагма зажата. Грудная клетка не пускает воздух. Тело стянуто, как перед ударом, которого не будет. Древнее живет в современном. Эволюция не стирает черновики, она пишет поверх. И когда жизнь надавливает в нужное место, старый текст проступает сквозь новый. Тело не забывает, тело не умеет забывать. Оно ведет счет каждому удару, каждому крику, каждому моменту, когда нужно было бежать, но пришлось остаться. Этот панцирь, этот мышечный скафандр, в котором ходят миллионы людей, принимая его за свою конституцию, за свой характер, за свою зажатость, это не характер, это послание. Тело всю жизнь пытается рассказать историю, которую разум отказался слушать.